Давайте зарабатывать. Это канал CryptoRocket. И сегодня мы, как всегда, говорим о рынке криптовалют. Анализируя его с целью прибыли, манипуляторы делают все возможное, чтобы люди отчаялись и перестали верить во вторую бычью волну, которая отправит биткоин к 150 тысячам. Кому-то не хватит терпения, а кто-то и вовсе поменяет свои мысли по поводу роста и сменит настрой на медвежий. Просто не поддавайтесь эмоциям и проявите терпение. Терпение всегда вознаграждается. Скоро закину свои мысли по ETH и другим долгосрочным позициям. Ожидайте. Давайте не забывать, что крипторынок зависит не только от голого спроса общей массы, а во многом подвержен внешнему влиянию. Например, заявлениям властей, регулирующих законов, решений крупных инвесторов и геополитической обстановки. Таким образом и формируется спрос и цена. Но главное — это решение китов, крупных компаний и банков. У них все уже спланировано, и скажу вам более, как и вся история мира спланирована на десятки лет вперед. И криптовалюта уже занимает огромное место в этих планах, а значит, рост цены неизбежен. Осталось не прогадать с фундаментальностью выбранных активов, то есть с их реальной ценностью в виде технологий и выбора крупных игроков. Вот одна реальная история одного небольшого инвестора, трейдера. Каждые 12 часов он покупал биткоин на 15 баксов. За прошедшие годы, с 2016 по 2026, он вложил в криптовалюту 86 370 долларов. Сейчас объем актива стоит свыше 1,1 миллиона долларов. Теперь к новостям. Американские сайты, продающие товары под брендом Дональда Трампа, начали принимать к оплате мем-токен Трумп. Также запущена продажа часов с символикой Трампа, которые можно оплатить в Трумпа и биткоин. Бизнес, он таков. ФРС США оставили ставку без изменений. Трамп Медиа, компания Трампа, инвестирует 250 миллионов долларов в СМФ, ETF, BIX и криптовалюты. После анонса акции компании в моменте подскочили на 16%. Глава Центробанка Чехии Алеш Михал хочет потратить 7,3 миллиарда, 5% бюджета страны, на покупку биткоина. OpenAI нашла доказательства того, что для обучения DeepSeek использовали ChatGPT. Cardano перейдет полностью на децентрализованное управление после хардфорка сегодня вечером. DeFi семьи Трампа VLF и купили еще эфира на 10 миллионов долларов. Bitwise подала заявку в SEC на Doge ATF. Tesla и SpaceX не продавали биткоин в четвертом квартале и в настоящее время удерживают 19 миллионов 794 биткоина. Скорость запуска спотового XRP ETF будет зависеть от того, насколько быстро Ripple окончательно урегулирует все судебные разбирательства с SEC. Ранее сообщалось, что все гражданские иски против Ripple были удалены с сайта SEC, а эксперты выразили точку зрения, что Ripple может легко окончательно выиграть суд против SEC из-за токена Трампа. Эфириум. Он уже давно в моем портфеле. У меня нету конечной цели по ETH. ETH – самая мощная DApps-инфраструктура, обновление блокчейна и стейкинг для фондов ETF могут показывать бесконечный рост. Сейчас я бы закупил на полсуммы по текущей цена на оставшееся, поставил бы лимитную цену покупки 2930. ФРС оставила ставку на уровне 4,5%, как и ожидалось. Первоначальная риторика Джерома Пауэлла была нейтральной, что рынок воспринял умеренно негативно. Однако затем прозвучали ключевые тезисы, вселившие оптимизм в инвесторов. 1. Ставки могут снизиться, не дожидаясь достижения 2% уровня. 2. Нет необходимости ослаблять рынок труда для достижения целей. 3. ФРС отмечает влияние китайского ИИ на распродажу акций. 4. Неясно, как тарифы Трампа отражаются на потребителях. Первые 2 пункта завершают политику ограничения, которая обеспечивает риск в течение длительного периода высоких ставок. 3 пункт – то, что ФРС следует за распродажей на фоне атаки со стороны китайской ИИ, тоже позитив для рынка, так это намекает на возможность интервенций и вливания ликвидности на рынке, если что-то пойдет не по плану. Все контролируется. 4. Вероятное нежелание Пауэлла разгонять инфляционные ожидания, осознавая проинфляционный эффект торговых барьеров. Рынок начал активно закладывать это в цены, криптовалюты укрепляются.
Ожидается период дешевых денег, ослабления доллара и разгона экономического роста. Но сначала взрывной рост. Вот что самое главное. Жму руку, подписка обязательно. Дальше больше. Drop it.